Привет, меня зовут Светлана. На календаре 27 октября 2023 года. Да, близится конец октября, а значит, приближается самый страшный праздник. Кто-то его празднует, кто-то посвящает ему вышивку, записывает альбомы, снимает фильмы, шутит, а кто-то осуждает. Да, отношения к нему у всех разные. Вот и мы с вами сегодня на заседании нашего клуба, рукодельничая, попробуем рассмотреть историю возникновения Хэллоуина, его истоки, символы, традиции. Туда входят костюмы, гадания, кстати, связанные с яблоками, очень интересные. И что, по поверью о кровавой Мэри, должны были сделать девушки. И что означала смерть безбрачия. Узнаем, куда закрыт вход для беременных женщин и людей со слабым сердцем. Чур меня. Все это и даже больше нас ждет во второй части видео. И да, друзья, попытаюсь вас немного удивить. Раньше я была уверена, что тыква растет так. Но сознание мое перевернулось, когда я увидела такое. Да, тыквы на дереве. Видимо, сорт такой новый, древостебельчатый. То ли тыква со вкусом сливы, то ли слива размером с тыкву. Прямо первый раз со мной такое. А вот такие красавицы встречаются на рынке. Одним словом, прелесть, да и только. А сейчас, сразу после шутки и анонса, сохраняя традицию, сложившуюся на канале, я представлю вашему вниманию прогресс за 2 недели моей вышивки картины Happy Family «Счастливая семья» известного итальянского художника Джованни Баттиста Торилья. На начало отчетного периода дело было так. На календаре 14 октября и стартует очередной отчетный период. Этот участок на схеме выглядит вот таким вот образом. Значит, вышивать мы будем руку мамы галочки. Эмилия немножко сюда войдет. Клубочек голубенький. Ниток. Колыханочка. Оп, друзья, и готова эта часть вышивки. Перед нами рука мамочки нашей. Колыханочка виднеется, пеленочки на ней висят, и она держит клубочек ярких ниточек, таких, как держит наш Игнацио. Вот так, друзья. Все, незамедлительно передвигаемся вправо и продолжаем вышивать Галину, мамочку. Вот так, друзья, должна будет выглядеть на канве вышитая область. Сейчас хочу посмотреть, насколько сложный участок. Он будет состоять из 2000 крестиков. Начну, как обычно, от меньшего к большему. Итак, пошли единички. Ну, конечно, в достаточном количестве двушечки. Перескочил значок, но ничего. Трешечки. Так, четырешки. И так далее. Очень много пятерочек будет. Шестерочка одна. А какой же будет самый большой участок, вышиваемый одним цветом? Сейчас я быстренько прокручу. Оп. Итак, не настолько уж он и большой.
68 крестиков одного цвета. Это будет самый большой участок, вышиваемый одним цветом. Ну, нам не привыкать. Приступим. А вот и мама галочка. Готова. Вот такая красуня. И сейчас, друзья, как вы понимаете, я буду вышивать ее нижнюю часть. Сейчас посмотрим, как это выглядит на схеме. А на схеме, друзья, это вот такой вот выделенный участок будет вышиваться. Юбочка и фартушек Галины. Ну что ж, приступим. А сейчас предлагаю посмотреть, насколько эта область серьезная по количеству единичек и так далее. Какой участочек будет вышиваться самым большим количеством крестиков одного цвета. Итак, друзья, ну вот такой вот участок. Знакомимся вместе. Единичек, как всегда, предостаточно. Ну, самая большая область, вышиваемая одним цветом, будет состоять из 174 крестиков. И приступаем. Сегодня 18 октября. Вот мы и добрались с вами до последнего символа на этом выделенном участке. Вот так выглядит 174 крестика якорного символа. И сейчас они окажутся на конве. Ну вот, как и обещала, готово. Вот такая юбочка и фартушек. Складочки у фартушка тоже потрясающе, естественно, выглядят. Мне очень нравится. Вот так, друзья. Итак, сегодня 20 октября. Вышито уже за 50%, 55%. Кто нас ждет? Вот так, друзья. Вот такой участок. Это продолжение стула, на котором восседает наша героиня. Ну и, собственно говоря, непосредственно сама галочка. Так, сейчас мы пролистаем. Вот он. Ну, конечно, он не настолько масштабный, как хотелось бы, но вполне устраивает. 92. Вот и все. Мама галочка готова. Ну, практически. Мы видим спинку стула, на котором она восседает. И сегодня у нас 22 октября. Все, друзья, перемотка. Ну вот, произошла перемотка. На горизонте появился нижний край картины. К нему мы и устремляемся. Сейчас посмотрим, что мы будем вышивать. Итак, перед нами задача вышить пол шляпы Игнацио и завершить стол. Такие резные ножки. Итак, сколько же единичек встретится на нашем пути? Сейчас мы посмотрим. Да, мне всегда интересно. Ну, немного, совсем немного единичек, немного двушек, трешек, тоже сравнительно немного.
Одним словом, участок не настолько сложный, как казалось. Ну и, конечно, сейчас посмотрим, какой будет самый большой участок, вышиваемый одним цветом. Итак, он будет состоять из 466 крестиков. Участок совсем несложный, ну, как кажется на первый взгляд. И напоследок, друзья, выделенная область подготовила нам вот такой подарочек. Вот такое замечательное количество и расположение крестиков одного символа нас ждет. Вот так это выглядит на канве. Как вы видите, выделена уже следующая область. Там у нас проявится нога Игнацио, довыщется шляпа. Оп! И резная ножка стола готова. Как он переливается. Ножка стола зачетная. Переходим к ножке Игнацио. Так, сейчас посмотрим, как должна будет выглядеть ножка. Вот так. Ножка, шляпа должна будет довышиться. Пол, пеленочки. А вот так моя работа выглядит сегодня. Да, начала-то я ее, конечно, незамедлительно, однако времени для вышивки в этот отчетный период было меньше, что привело к такому рассыпчатому состоянию ножки Игнацио. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Мои меня, конечно, торопят, но закончить я смогу все-таки эту часть только завтра. Тебе же сказали завтра. Значит, завтра. Надо подождать. Правильно. Будем ждать. Сдавай. Сегодня съемки и монтаж видео. Ну а для любителей математики, конечно, озвучу результат в цифрах. Вышито 61%, в крестиках это составляет 63 373. За отчетный период мне удалось вышить 11 313 крестиков. Да, что на 3000 меньше, чем в прошлый раз. Ти пішла по наклонной, Дося, ти пішла по наклонной. И со 104 тысяч нам осталось вышить 40 627 крестиков. И все, картина будет готова. Как видите, друзья, Игнацио, и есть еще к чему стремиться. Да, быстро растут чужие детки. Мой голубчик мелкими шажками или крестиками выходит на канву. Ну ничего, придет время, и он будет полностью готов. А сейчас предлагаю полюбоваться вам резным столиком в левом нижнем углу картины. На мой взгляд, выглядит он замечательно. Наши подружки скоро тоже получат от меня ножки и выйдут в свет, навестят своих добрых соседей и обменяются хорошими новостями. Мама Галочка просто красавица, как элегантно, как изящно она держит в правой руке моток нитей. И да, друзья, картина уже имеет два готовых угла, верхний левый и нижний. Теперь двигаемся вправо до перемотки канвы. И готовимся к встрече со Смолити. Это еще один, правда, малюсенький персонаж. И на данном этапе, друзья, мне тоже все нравится. Картина яркая, интересная, богата замечательными персонажами и деталями. Мы вообще очень привязались к героям вышитых картин итальянских художников. И вот недавно Женечка подарила мне интересные схемы, среди которых весточка от сына. Потрясающая, друзья, картина и в нашем стиле. Сколько тепла и доброты от нее исходит. По лицам героев мы видим, что письмо содержит хорошие вести. Скорее всего, им предстоит скорая встреча.
Вот и не знаю, отпустят ли меня полюбившиеся персонажи со своего времени от той Италии. У людей голландцы, старые голландцы, а у меня итальянцы и итальянки. Как-то они меня, знаете, знатно закружили и увели в свой мир во время вышивки. В планах-то у меня по окончании этой картины приступить к возвращению блудного сына. Я уже и ниточки на него собираю. Очень хочу его вышить, и мои его очень ждут. А тут такое письмо от сына. И снова передо мной хорошие, наши узнаваемые друзья. Прямо какое-то шатание в выборе у меня началось. Но я знаю, что к концу этой вышивки определюсь однозначно. И, конечно, хочу еще раз поблагодарить за чудесные подарки Ирину, Женечку, Елену за потрясающие пейзажи. Тоже смотрю на них зачарованно. Огромное вам спасибо. Все очень нравится, все очень хочется вышить. И мне есть к чему стремиться, не только Игнацеву. Да, друзья, желаю всем мира, здоровья и вдохновения. Ну что ж, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли, друзья, с вами ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся на Хэллоуин. Хэллоуин или Ведьмина ночь – современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Празднуется в ночь на 1 ноября. После принятия христианства его праздновали как вечер Дня всех святых. Отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Не будучи государственным праздником, по популярности Хэллоуин уступает только Рождеству. Впервые название Хэллоуин упоминается в 1745 году. Слово происходит от английского и расшифровывается как дословно «вечер всех святых душ». По мнению многих исследователей, Хэллоуин является христианизированным праздником и происходит от кельтских праздников жатвы и Дней мертвых, то есть имеет языческие корни, в частности от шотландского праздника Самайн, который отмечался как праздник начала Нового года, а также как День почитания мертвых. Также существует предположение, что Хэллоуин развился независимо от Самайна и имеет христианское основание. Историк Николас Роджерс, изучавший истоки Хэллоуина, отмечал, что несмотря на попытки связать его происхождение с древнеримским праздником Парентали, который праздновался 13-21 февраля, прообраз Хэллоуина, вероятнее всего, зародился только с появлением кельтского языческого празднества Самайн, который праздновался в ночь на 31 октября, описание которого появляется в староирландской литературе, начиная с X века. Кельты делили год на светлую и темную половину. Празднование Самайна обозначало начало темной осени-зима и конец сбора урожая. Название праздника произошло от староирландского слова, которое означало «конец лета», и впоследствии превратилось в ирландское название месяца ноября. Таким образом, схожесть кельтского и римского праздников скорее связана общим индоевропейским происхождением кельтов и латинян. Согласно Оксфордскому словарю фольклора, Самайн был праздником одновременно для всех народов Британских островов и прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным. В то же время нет никаких доказательств того, что в языческие времена праздник имел какое-либо особое значение, кроме сельскохозяйственного и сезонного. Папа Григорий I проинструктировал миссионеров не бороться с языческими праздниками, а обращать их в христианские. По его замыслу это должно было способствовать христианизации Северной Европы. Так, в 601 году Самайн был обозначен праздником Лемурия, который существовал еще с 84 года, во время которого люди пытались задобрить души умерших. Праздник отмечался 13 мая.
В канун Дня всех святых христиане в некоторых частях мира посещают кладбище, чтобы помолиться и возложить цветы и свечи на могилы своих близких. Однако по инициативе Римской церкви папы Бонифация IV в 609 году на место Лемурии пришел новый праздник, также отмечаемый 13 мая, названный Днем всех святых. Это была попытка католической церкви переделать языческий праздник на христианский лад. В период правления церковью папой Григорием III он объявил празднование Дня всех святых 1 ноября, в который разговаривать с умершими считалось с точки зрения религии вполне допустимым. Подобное взаимопроникновение кельтских традиций и христианских обрядов начало формировать первые зачатки Хэллоуина. Также на замену празднования Самайна на 31 октября вошло новое название – Вечер всех святых. Спустя 2 века, на рубеже X-XI веков, название Вечера всех святых в записях монахов наблюдается смещение восприятия Самайна в сторону темного языческого праздника, связанного со смертью. Чуть позднее установления Вечера всех святых название сменилось на канун Дня всех святых и в итоге получило сокращение Хэллоуин. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить ритуалы для успокоения мертвых и рассказывать ночью 31 октября легенды о предках. Спустя время, по причине массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США, Хэллоуин популяризовался и там, получив плотный образ американского праздника. Традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября, сложившаяся примерно в XVI веке, происходила от средневековой традиции выпрашивания пряных кексов с изюмом, известные как тортики душ, взамен которых молились за упокой душ, угодивших в чистилище. Обычай надевать ролевые костюмы и носить с собой светильник Джека появился только на рубеже XIX и XX веков. Причем в обмен на деньги или еду изначально нужно было предлагать разные развлечения. В конце XIX века дети и взрослые начали надевать тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощения и попутно мелко шаля. Большинство символов праздника имеет долгую историю. Одним из самых знаменитых атрибутов является тыквенный фонарик или светильник Джека. Он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят вглубь веков, когда жители Британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая. Как и многие другие языческие традиции, этот символ был охристианизирован. И согласно популярному ирландскому поверью о Джеке, отсюда название, светильник Джека представляет собой душу, не принятую ни в рай, ни в ад. Во время Хэллоуина придомовые участки, публичные пространства, а также многие здания традиционно украшаются жуткими атрибутами – ведьмами, скелетами, призраками, паутиной и надгробиями. По дороге домой выпивоха Джек повстречал дьявола, однако ему удалось обвести того вокруг пальца. Он попросил нечистого залезть на дерево за фруктами, и как только тот взгромоздился на раскидистую крону, Джек нацарапал на стволе крест, таким образом пленив дьявола и выторговав для себя привилегии. Проведя жизнь в пьянстве и грехе, Джек не смог попасть в рай после смерти. Согласно данному обещанию, дьявол также не стал забирать Джека и в ад, а лишь бросил ему кусочек угля из адского пламени. Той холодной ночью Джек положил тлеющий уголек в пустую репу, чтобы тот не затух. С тех пор он скитается по земле, никак не найдя себе места. Фонарики на Хэллоуин не всегда изготавливались из тыквы. В Ирландии и Шотландии для этого традиционно использовали репу. Однако прибывшие в Северную Америку иммигранты
быстро заменили ее на тыкву, как более доступный крупный овощ, проще подающийся резке. Впервые создание тыквенных фонариков в Америке было зафиксировано в 1837 году. Этот ритуал, проводившийся во время сбора урожая, не имел никакого отношения к Хэллоуину вплоть до второй половины XIX столетия. Лишь к 1900 году использование тыкв во время празднования Хэллоуина вошло в широкий обиход. Другим важным атрибутом является маскарад. Популярны костюмы персонажей классических фильмов ужаса, например, «Мумии» и «Чудовища» Франкенштейна. В праздничном убранстве домов большую роль играют символы осени, например, деревенские пугало. Основными темами Хэллоуина являются нечистая сила, смерть, оккультизм, эзотерика, а также монстры. Традиционными цветами являются черный и оранжевый. Сами костюмы на Хэллоуин значительно эволюционировали за прошедший век. Изначально костюмы были образами уродливых и исхудалых лиц людей. Это выглядело далеко не празднично и достаточно пугающе. Но уже к началу 2000 года костюмы все более приобретали яркие образы, а сам праздник превращался в шоу. Помимо выпрашивания сладостей и ношения разнообразных костюмов, празднование Хэллоуина также связано с некоторыми специфическими играми и гаданиями. Например, можно встретить упоминание о гадании с помощью кожуры. Шотландские девушки срезали кожуру с яблок, стараясь сделать ее как можно длиннее, и кидали через плечо. Считалось, что упавшая кожура принимала вид первой буквы фамилии суженого. В англоязычных странах описана традиция, заключающаяся в вытаскивании яблок зубами из емкости с водой без помощи рук. Другой обычай основывался на известном поверье о кровавой Мэри, которая в наши дни превратилась в популярную городскую легенду. Это гадание заключалось в том, что молодые девушки должны были в темном доме подняться по темной лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале якобы должно было показаться лицо будущего мужа. Но девушка могла увидеть в зеркале и череп. Это означало, что она умрет, так и не выйдя замуж. Важной традицией празднования Хэллоуина является организация так называемых аттракционов, населенных призраками, главная цель которых – приятно напугать посетителей. Старейшим подобным аттракционом считается населенный призраками дом Ортона и Спунера, открытый в 1915 году. В большинстве случаев этот бизнес имеет четкие сезонные рамки. От обычных домов с привидением эти аттракционы отличаются использованием стогов сена и кукурузных лабиринтов символики. Технический уровень подобных проектов постоянно растет, вплоть до голливудского. В США к этим аттракционам предъявляется ряд требований. Помимо стандартного соблюдения правил безопасности, они должны быть оборудованы знаками, предупреждающими о густом тумане, громком звуке и тому подобном. Обычно посещение этих аттракционов закрыто для беременных женщин и людей со слабым сердцем. Согласно закону, перед открытием аттракцион должен получить специальное разрешение проверяющих. Поскольку праздник приходится на время урожая яблок, большинство хэллоуинских сладостей основано на яблоках. Специально к торжеству готовят яблочную карамель, яблоки в сиропе, иногда с добавлением орехов, яблочные ириски. Сначала существовала традиция раздавать детям яблоки-конфеты. В свою очередь в Северной Америке популярны конфеты в виде кукурузы и тыквы соответственно. Это конфеты из сахара, кукурузного сиропа, искусственных красителей и связующих веществ. Их рецепт и способ приготовления практически не изменились. Они до сих пор базируются на ручной работе. Помимо разнообразных сладостей существует традиционный хлеб-бамбрек, сладкий дрожжевой хлеб с виноградом и изюмом, который готовят в Ирландии к разным праздникам, в особенности к Хэллоуину. При приготовлении праздничного бамбрека в тесто прятали горох, деревянную щепку, кусок ткани, монету и кольцо. Попавшийся едоку предмет предсказывал будущее. Горох – не ждать скорой свадьбы. Щепка – неприятности в семейной жизни. Кусок ткани – бедность. Монета – богатство. А кольцо – скорая свадьба. В
В соответствии с этой традицией сейчас продаются бамбрики с игрушечными колечками внутри. Представители различных христианских конфессий по-разному относятся к празднованию Хэллоуина. Некоторые приходы англиканской церкви поддерживают праздник, считая его проведению частью христианских традиций Дня всех святых. А некоторые протестанты отмечают Хэллоуин в память о реформации, празднование которой отмечается в тот же день. Отец Габриэль Амурт, ватиканский экзорцист, считает, что если американские и английские дети одеваются как ведьмы на одну ночь в году, то это не проблема. Нет ничего плохого, если это всего лишь шутка. Многие современные протестантские католические священнослужители воспринимают праздник как веселое мероприятие для детей, позволяют проводить его в своих приходах, разрешают детям и их родителям наряжаться, играть в игры и бесплатно получать конфеты. Чаще всего верующие христиане западного толка воспринимают праздник нейтрально из-за его откровенной шуточности и наигранности. Римско-католическая церковь не считает праздник религиозным, но признает его связь с христианством, в связи с чем разрешает отмечать его в любых церковно-приходских школах. В то же время некоторые христиане критикуют и отвергают празднование Хэллоуина, считая, что его традиции восходят к язычеству и некоторым направлениям оккультизма и эзотерики, противоречащим христианским идеалам. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.